Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы рассмотрим, как сшить такое одеялко ускоренными способами. Сначала покажу процесс, а затем поговорим о размерах и расчетах. Итак, первый способ. Нам понадобятся квадратики. Все одинакового размера. Я взяла 25 штук. Сколько понадобится квадратиков вам, вы узнаете в конце видео, когда мы займемся расчетами. Итак, раскладываю свои квадратики в произвольном порядке, как мне нравится, и буду сшивать их в единое полотно. Из квадратиков нам нужно сделать квадратную заготовку, поэтому если я делаю шириной заготовку 5 квадратов, то значит и в длину она будет 5 квадратов. Сострачиваю, как всегда, одной строчкой. И сейчас вернусь к вам. Вот такие флажки у меня получились. Шила их неразрывной строчкой, так потом легче сшивать в единое полотно наши полосы. Это у меня квадратики, оставшиеся от 5-го ряда без пары. Сейчас я разверну эти флажочки. И дальше буду продолжать сшивать их. Теперь накладываю одну заготовочку на другую. Опять соединяю по правому краю. А затем пришью оставшиеся квадратики. Вот такая заготовочка у нас получилась. Теперь ее нужно отутюжить правильно. Заутюжить припуски в нужную сторону. Вот у меня заготовка уже отутюженная. Припуски заутюжены в разные стороны, видите? В первом квадрате припуски смотрят внутрь, во втором наружу, снова внутрь. Следующий ряд будет наоборот. Там, где было внутрь, будет наружу, там, где наружу, внутрь и так далее. Если вы не смотрели мое видео, как совмещать замочки, посмотрите, там подробно описано. Вот так прям утюгом я веду, один припуск в одну сторону, другой в другую. Снова в одну, в другую, чтобы они смотрели в разные стороны. Когда все отутюжено, теперь складываем вот так нашу заготовочку. Совмещаем опять наши припуски, чтобы замочек сошелся. Скалываем булавочками и сострачиваем все вот так. Затем следующий ряд и так до конца. Вот такая заготовочка у меня получилась. Вот изнанка. Все замочки я раскрыла. Теперь нам понадобится вторая точно такая же заготовка. Вот две мои заготовочки. Теперь переворачиваем их наизнанку. Проверяем, чтобы там, где мы их будем сшивать, опять же сходились замочки. Если у нас будет вот так лежать заготовки, то стыки совпадут. Здесь будет утолщение и замочков не получится. Поэтому смотрим, чтобы все сошлось правильно. Располагаем вот так, чтобы припуски смотрели в разные стороны. И теперь нам нужно начертить две диагональные линии из угла в угол наших заготовок. Для светлой ткани я возьму карандашик.
Во-первых, он отстирывается довольно-таки легко. Во-вторых, с изнанки, даже если он не отстирается, видно его не будет. И прочерчиваю линии из угла в угол, проходя через стыки. Они служат нам ориентиром для того, чтобы провести точно по центру. На второй заготовочке у нас темные квадратики, поэтому я возьму мыльце. И проводим диагональную линию в другую сторону. На одной заготовке у меня линия уходит влево, на второй вправо. Или же нужно сделать наоборот, на одной вправо, на другой влево. Это не имеет значения, главное, чтобы они были направлены в разные стороны. Вот видите, прямо от стыка до стыка. И тут тоже. Теперь поворачиваем одну заготовку лицевой стороной вверх, а вторую накладываем на нее лицевой стороной вниз. Лицевые стороны должны остаться внутри. Здесь у нас должны сойтись замочки. И с этой стороны тоже. И еще главное, чтобы сошлись наши начерченные линии. Вот смотрите. Сверху линия идет вправо и снизу повторяет ее точно так же. Теперь нам нужно сшить две стороны, противоположные друг другу. Либо по бокам, либо сверху и снизу. Вот такая труба у меня получилась. И теперь нам нужно разрезать по нашим линиям, которые мы начертили. Берем ножницы. Обратите внимание, разрезаем от угла квадрата. Не от строчки, где она начинается, а именно сам квадратик. Надрезаем немножко две ткани и потом режем одну. Можно было разрезать две сразу, но боюсь, что небольшое смещение может испортить все, так как нам нужно попасть четко по линии от стыка до стыка по уголкам. А если резать две ткани одновременно, то нижняя ткань может немного сместиться, и тогда у нас не попадет по линии разрез. Теперь разрезаем вот так. Вот что у нас получается. Вот здесь у нас рассоединяем вот эти ниточки. Закрепок мы не делаем, поэтому все должно легко разойтись. И разрезаем теперь вторую сторону точно так же. Вот наша линия. Сейчас я нижнюю ткань уберу, чтобы не прорезать ее случайно. И точно так же по нашей намеченной линии разрезаем. Вот у нас получилось два вот таких треугольника. Разворачиваем их лицом. И вот у нас уже практически готова наша одеялка. Осталась одна строчка. Складываем теперь наши треугольники лицом к лицу. Опять совмещаем все наши замочки. Скалываем булавочками все это. Вот здесь тоже нужно будет заутюжить припуски. Вот так они должны сойтись. Все замочки у вас совпадут, если вы изначально правильно сшили. Особенно будьте осторожны вот здесь в уголках, они могут растянуться. Сшиваем нашу заготовочку. И вот у нас уже готовая одеялка. Крайние квадраты получаются зеркальные, сверху и снизу получились светлые, по бокам зеркально расположенные темные. Вот наши линии шва. Здесь нужно будет все заутюжить, как положено, раскрыть замочки. И будет все готово. Теперь займемся вторым способом.
Для второго способа нам понадобится 2 точно такие же заготовки. Они также сшиты, также припуски заутюжены. Только теперь на одной заготовке мы прочерчиваем линии крест-накрест из одного угла в другой. Теперь нам нужно прорезать вот эту серединку. Можно это сделать как ножницами, вот так сложить пополам по одной из наших начерченных линий и вторую немного надрезать. Либо если у вас есть линейка и нож, то можно это сделать с помощью линейки и ножа. Вот так мы прорезали. Теперь мы кладем нижнюю заготовку опять лицом вверх, верхнюю лицом вниз. Совмещаем замочки. Опять же кладем верхнюю заготовку так, чтобы замочки совместились. Вот так не надо, чтобы припуски совпадали. Поворачивайте так, чтобы замочки сошлись у нас, припуски смотрели в разные стороны. И теперь 2 наши заготовки сострачивайте вместе по периметру. Вот я сострочила нашу заготовочку. Теперь беру ножницы, разделяю верхний и нижний слой, чтобы нижний случайно не прорезать. И теперь аккуратно разрезаю по линии, которую мы наметили. Разрезаем уголки до шва. Здесь вам понадобятся ножницы с острым кончиком, чтобы дорезать до самой строчки. Затем уголки срезаем, не разрезая угловую строчку, самый кончик. Потом это можно будет еще подровнять. И вот наша заготовочка готова. Вот видите, швы я специально не утюжила. Их нужно будет потом заутюжить, как положено. Вот смотрите, 2 заготовки с изнанки. На первой швы проходят по центру, а на второй по периметру. В этом отличие. И второе отличие, самое главное, то, что отличаются уголки. Первым способом уголки получаются только вот такие, а вторым способом можно сделать вот такой уголок, маленький. Но это зависит от количества квадратов. Если взять нечетное количество квадратов, например, как у меня 5 на 5, то это возможно. Если взять четное количество квадратов, то заготовки получатся с уголками, как в первой заготовке, идентичные. Вот смотрите. С изнанки вы теперь не сможете отличить, каким способом было сшито, потому что все идеально, не видно никаких швов. Теперь как собрать из этой заготовки одеяло. Измеряем нашу заготовочку. Нам нужно будет подготовить наполнитель такого же размера.
и ткань для изнанки. Так, вот я взяла ткань для нашей обратной стороны. Прям вот так накладываю сверху нашу заготовку. Не буду ничего вымерять линейкой. И отрезаю точно по размеру. Я сейчас отрежу ножом. Также это можно сделать ножницами. Это совершенно не принципиально. Если у вас заготовочка немного перекосилась, например, то заднюю ткань вырезайте ровно. Она не должна быть у вас перекошена. Вырезайте по основной нити. Теперь нам нужно вырезать наполнитель такого же размера. Я беру заднюю часть для ориентира. И также вырезаю наполнитель по размеру. Наполнитель толстый не берите. 100-150 плотность достаточно, потому что если вы возьмете, например, 300, он, конечно, будет выглядеть пышно, но очень тяжело стягать. Особенно если вы никогда раньше этим не занимались, то вы просто замучаетесь. Даже на небольшом изделии под лапкой очень тяжело протаскивать такую толщину. Так, теперь мы берем наполнитель наш вырезанный, кладем его. Затем мы кладем лоскутный вверх, лицом вверх. Следом мы берем низ и кладем тоже лицевой стороной внутрь. Отмечаем место, где у нас будет отверстие для выворачивания. И скалываем наше будущее одеялко булавочками по периметру, чтобы закрепить все 3 слоя. Почему мы кладем лоскутный верх внутрь нашего пирожочка этого слоеного, а не с верхней стороны? Потому что когда мы разрезали его, то у нас края получились по диагонали выкроены, и они могут потянуться. Кто не смотрел, посмотрите, пожалуйста, видео про совмещение стыков. Там я объясняю, почему ткань тянется и как сделать так, чтобы она меньше тянулась. А те, кто смотрел, те в курсе, что ту ткань, которая сильнее тянется, лучше ложить снизу. Теперь, когда мы скололи все по периметру, мы убираем булавочки, которые мы изначально закалывали в места, где будет отверстие для выворачивания. Немножко убираем булавки со всех краев, чтобы отвернуть верхнюю часть. Переносим наши линии, которые мы отмечали на заднике, на лоскутную часть. И прокладываем строчку от отметки до отметки. С тем же припуском, с каким мы будем сшивать наше одеяло. Вот смотрите, я проложила строчку. Причем я сделала закрепку еще и поперек. Это поможет нам не порвать края. Теперь обратно накладываем заднюю часть, скалываем все так же, как было. Вот с этих мест, где у нас строчка снизу, мы будем начинать прострачивать целиком наше одеялко. От этой точки по всему периметру и до этой точки. Дальше мы оставляем незашитое отверстие для того, чтобы вывернуть. Вот так я сострочила. Вот наше отверстие. Теперь мы берем, если у вас все-таки толстый наполнитель, краешки лучше срезать до шва, чтобы они не были толстые. Но так как у меня тонкие, то я вот так заворачиваю уголок, придерживаю пальчиком, чтобы легче было выворачивать. И таким способом выворачиваю все 4 уголка.
Вот теперь тут плохо видно, но наша строчка, которую мы прокладывали изначально, теперь нам служит ориентиром, когда мы будем вот здесь сшивать потайным стежком, то нам будет легко ориентироваться, где именно это сделать. Теперь беру мою волшебную палочку. Это палочка для волос. Я ее использую для того, чтобы выворачивать уголки. Она достаточно острая для того, чтобы вывернуть, но недостаточно острая для того, чтобы проткнуть ткань. Ей удобно пользоваться. Расправляю все уголочки. Краешки нужно будет сделать вот так, чтобы ткань не загибалась вовнутрь. Но сейчас первым делом нам нужно зашить наше отверстие. Потайным стежком зашиваем отверстие, которое мы оставляли для выворачивания. Для этого возьмем иголку с ниткой, завязываем на конце узелок, вводим иголку внутрь и выводим точно на нашей строчке. Затем складываем подогнутый край изнанки с лицевой частью. Строчка наша служит нам ориентиром. Вот, четко до строчки прикладываем. Можно заколоть булавочкой, чтобы она у вас не съезжала. Вот так. И теперь зашиваем наше отверстие. Подцепляем край лоскутного верха и выводим самый краешек нижней ткани. Там буквально миллиметрик. Вот так у нас получается аккуратненько, незаметный шов. Поддеваем только верхние слои ткани. Сильно не прокалывайте, иначе можете сшить насквозь. А это нам сейчас не нужно. Вот мы дошли до конца.
Теперь нам нужно закрепить нашу строчку. Поддеваем миллиметрик ткани, прокалываем. А затем нашу ниточку обматываем вокруг иголки пару раз. И у нас получается узелок. Так вытягиваем, затягиваем узелок. Затем вкалываем иглу рядом с местом выхода нашей ниточки. Максимально близко к узелку вкалываем, проводим между слоями и выводим на расстоянии нескольких сантиметров. Потянем за ниточку, чтобы узелок спрятался в толщине ткани. А эту ниточку теперь обрежем. Нам нужно подтянуть немного ниточку, чтобы она присобрала ткань. Обрезаем, и когда мы расправляем, то хвостик прячется внутри между слоями. Вот так все готово. Расправляем края, чтобы они не смещались ни в одну, ни в другую сторону, находились по центру. Затем их нужно либо сметать, либо закрепить зажимами. И тогда можно простегать нашу заготовочку, как вам нравится. Теперь переходим к расчету размеров. Вот у нас первый способ и второй способ. Красными линиями отмечены швы. Те места, где мы сшивали наши заготовочки. Так вот, в обоих случаях размер нашего одеялка будет одинаковый, потому что мы использовали одинаковые заготовки, только разрезали их по-разному. Это диагональ наших заготовок. Получается изначальный квадрат. Мы разрезаем так, что его диагональ получается краем нашего одеяла. Сейчас я покажу вам. Вот изначально у нас была вот такая заготовка. Вот квадрат из квадратов, которые мы шили изначально. И затем мы разрезали его так, что вот эта диагональ стала краем нашего одеяла. Во втором способе точно так же, только заготовка разрезается по-другому. И у нас получается 4 треугольника. И диагональ опять же равна размеру нашего одеяла. Сейчас я вам покажу. Вот расчет, смотрите. Чтобы посчитать, какие нам нужны квадраты и сколько их нужно. Вот, например, хотим мы одеяло 100 сантиметров. Мы берем этот размер одеяла, делим на количество ромбов, которые мы хотим сделать. Вот тут у нас мы брали 5. Но вы можете взять любое количество, которое вам хочется. И вот, если наши 100 сантиметров поделить на 5, то мы выясним диагональ вот этого одного квадратика. Теперь эту диагональ мы делим на 1,414. Для чего это? Это соотношение сторон. Стороны квадрата с его диагональю. Если мы знаем размер диагонали, то чтобы выяснить размер квадрата, нам нужно эту диагональ разделить. Вот нарисую вам для примера. Вот, к примеру, сторона квадрата у нас будет y, а диагональ квадрата x. Так вот, чтобы узнать диагональ квадрата, мы наш y умножаем на 1,414. Если наоборот мы знаем диагональ,
x, а нам нужно узнать размер квадрата y, то мы диагональ x делим на 1,414. Так вот, тут мы знаем диагональ. Значит, чтобы выяснить размер квадрата, нам нужно ее разделить. И мы получим размер вот этого нашего квадратика. Теперь к этому квадратику мы прибавляем 2 припуска, ведь мы же будем его вшивать. И тогда у нас получается размер квадратиков, который нам нужно изначально вырезать. Вот смотрите, если мы хотим одеяло 100 сантиметров, 100 на 100 детское одеялко, да, к примеру, и хотим сделать его 4 на 4 ромба, то мы делим 100 на 4, и у нас получается 25, это диагональ вот этого нашего квадратика. Теперь, чтобы узнать размер, то делим 25 на 1,414, получаем 17,7. Это размер вот этого квадрата. Прибавляем к нему 2 припуска. И получаем, я округлила, до 19 на 19 сантиметров. И таких квадратов нам нужно 32 штуки. Потому что если одеяло у нас 4 на 4 ромба, то 4 за 4 16. Это значит 16 квадратов нам нужно на одну заготовку, а таких заготовок у нас 2. И вот для одеяла 100 на 100 нам нужно 32 квадрата 19 на 19. Если мы хотим сделать одеяло 100 на 100 сантиметров из 5 ромбов, как я делала это в видео, то мы 100 делим на 5, получается 20 сантиметров. 20 сантиметров мы делим на 1,414, и это получается размер нашего квадратика. Теперь нам нужно прибавить 2 припуска. И я округлила эту цифру до 15,5. Так как для маленького детского одеяла 100 на 100, размер припуска не играет особого значения. Вы возьмете квадраты 15 на 15. Их нужно будет 50 штук, так как 5 на 5 – 25. А у нас 2 заготовки, получается 50 квадратов. И неважно, какой у вас будет припуск, 0,5 см, 0,6 или 0,7, у вас получится одеяло размером около 100 см, от 95 до 100. Вы можете посчитать для себя любой размер одеяла, какой вы хотите, из какого хотите количества ромбов. Для этого вы просто в мою формулу подставляете нужные вам цифры. Вот здесь размер желаемого одеяла, вот, к примеру, да, 100. Но вы можете подставить сюда любую другую цифру. Это у нас сантиметры. 5 – это количество ромбов. Вы можете сделать какое угодно количество ромбов в зависимости от вашего желания. И тогда у вас получится размер диагонали ваших квадратиков, которые вам нужно будет разрезать. Диагональ квадрата. Потом, чтобы рассчитать сторону квадрата, вы делите эту диагональ на 1,1414. И у вас получается размер квадрата. Прибавляйте к нему ваш припуск, который у вас на машинке. Вы можете припуск любой прибавить, который вам удобен. И сшить одеяло по своим размерам. Вот одеяло, которое я шью этим способом. Я использовала второй способ. Только заменила часть ромбов на квадрат в квадрате. А в следующий раз мы рассчитаем и сошьем с вами одеяло прямоугольной формы, тоже ускоренным способом. Подписывайтесь на мой канал. До скорой встречи. Пока.